Итак, всем привет подписчикам, новым зрителям моего канала. Сегодня я представляю вам почти законченную версию моего токарного станка по металлу. Я уже выкладывал две версии и все время. Короче, токарный станок — это такая вещь, которую можно переделывать, дополнять и так далее. Итак, что я переделал с последнего своего видео. Я купил в интернете заводскую малую продольную от немецкого станка Хакерт, по-моему, так он называется. Ну, сделал с нее поперечную. Она меня купила тем, эта продольная, что у нее подвижная резцедержка. Она была с функцией отвода резца, быстрого отвода, ну, от резьбы там и так далее. Ну, то есть здесь есть ластохвост. Вот что меня купила. И поэтому, поставив ее как поперечку уже, я сделал продольную, малую продольную. Ход у нее получился 9 сантиметров, 9,5, если точно. Потому что когда я вывожу ее дальше середины, она у меня начинает гулять. Уже в ластохвосте. Как бы я клин не поджимал, она все равно гуляет. И поэтому, то есть до середины, от середины и сюда еще немного даже с вылетом. 9,5 сантиметров. Ну, для вот таких вот железячек хватает поточить. А нет, тогда уже большой продольно работаю. Здесь я тоже совершенствовал. Раньше я делал здесь корпус от болгарки, редуктор от маленькой болгарки. Но у меня вырвало подшипник. То есть там держится на двух болтиках, на 5 всего подшипник. Ему тяжело тянуть суппорт. Так, ну это в общем видео снято как по вашим советам. То есть вы мне с прошлого видео давали свои советы, как его улучшить станок. И я следовал строго вашим советам. Вот. Надеюсь на то, что вы все-таки там знающие люди и сталкивались со всякими проблемами. И поэтому сейчас расскажу про все, что я сделал благодаря вашим советам. Ну, скажу сразу, улучшения есть. Честно, я вам потом покажу, как он точит. Вот. Так, первое, что я сделал. Как мне посоветовали, рама бутерброд. То есть на швеллера положить еще дополнительный металл. Я от печной плиты, она с уголками была как раз, ну с выступами такими. Вот, отрезал. Тут она у меня лопнула, но это ладно. Короче, отрезал края и на суппорт то же самое. То есть у меня теперь гуляет он чугун по чугуну ходит. И скольжение стало намного лучше. Как у меня раньше было по металлу, металл по металлу, то есть 16-я, 10-я пластина, разные суппорты я делал. По металлу скользит. И как сейчас, намного лучше. Во-вторых, стружку не закусывает вообще. То есть он ее сгоняет. Ну, я все равно войлок поставлю еще со временем. Ну, короче, плюс. Спасибо человеку, который мне посоветовал сделать бутерброд. Ну и, как я думаю, все-таки рама усилилась хоть немного, станина. Дальше я еще усилил станину. Вот сюда швеллер. Видно будет. Вот. Варил 3. Вот здесь еще. Короче, 3 пластины на 16. Вот одна пластина. С этого края вторая. Ну и здесь посередине, то есть как раз где рабочее место суппорта. Как вот напротив детали в основном. Еще одну пластину. По той стороне я сделал 4 таких пластины. Дальше внутри проварил еще уголками. Вон там внизу уголки, как типа фермы, как крыши делают. И варил каждые 10 сантиметров 16-е пластины между швеллером и двутавром. Каждые 20 сантиметров, по-моему. Варил. Ну и так далее. Они у меня идут до самого патрона, до самой бабки передней. Вот. Жесткость действительно увеличилась. Заметно. Вибрации и так далее пропали. Ну не то, что пропали, есть, но улучшение. Дальше, следующий совет, который был. Сделать ложные фартуки и повесить на них груз. Помогло тоже. То есть я спереди еще не сделал. Пока спереди у меня поджимается вот болтами клин.
зажимается. А вот с тыльной стороны повесил противовес, не знаю от чего, 50 килограмм. И, ну, сами понимаете, что, конечно, раскачать такую бандуру уже тяжелее, и вибрации ушли. Так, следующее. Следующий совет был обороты. Убрать, поменьше сделать обороты. Обороты я сделал. Вылил с алюминия болванку, выточил шкив. Уже после того, как собрал, ну, на этой малой продольной, то есть, точил шкив этот алюминиевый. И ничего, даже так получилось. И теперь обороты у меня намного меньше, чем были. Ну, скажу сразу, что отрезным пока что еще не ахти. Надо еще стараться, еще выводить и так далее. Так, теперь за шпиндель. Говорили мне проверить шпиндель. У меня здесь есть регулировочные шайбы, чтобы подшипники стоят конические в обоих сторонах. Здесь и здесь два конических подшипника. То есть путем убирания шайб регулировочных я поджимаю подшипник. Так, поджал я шпиндель так, что он уже туговато крутится. Чуть-чуть. Ну, в натяжечку. Дальше снял вчера патрон. Я наконец-то купил индикатор часовой. Ну, часового типа. Вот. Снял патрон. Замерил саму планшайбу. Биение у меня было... Сколько же было? 2 десятки. Да, 2 десятки у меня было биение на планшайбе. Я ее слегка еще торцанул. Сначала у меня планшайба стоит на шпинделе, никакой резьбы, ничего. Эта ступица, она родная с этого вала. Тут шпонка и так далее. Я просто сделал сюда хомут, сделал прорезь. Опа. Вот она, прорезь. Ну и, короче, хомутом зажимаю. Думал, этого хватает. Снял патрон и... Короче, получается, как мне показалось, что вот здесь зажимает ступицу, планшайбу, а здесь возможен зазор, и возможно она будет играть, все равно патрон туда-сюда. И, короче, я, так как подшипники у меня новые, думаю, когда я их теперь снимать буду, взял и планшайбу приварил к шпинделю внутри. А потом слегка еще прошелся резцом, и когда поставил патрон, ну, выровнял и эту плоскость, то есть вот так, как торцевое, осевое. Короче, как мне показалось, я выровнял. И когда поставил патрон, замерил, у меня теперь биение 5 соток. То было 2 десятки, а теперь 5 соток биение патрона. Вот я, наверное, полоски видно, где я вчера промерял. И индикаторная стойка у меня хреновастая. И поэтому, знаете, как я промерял его? Резцом. Я подводил резец. Так, у меня цена деления 0,20, ну, 25 тысячных, короче. Это получается раз без меток, как объясняете вы, мастера. Это получается на диаметр. Так. Короче, даже не 5 соток, наверное. А, 0,05 будет, правильно. Короче, подвожу я и по одному, вот подвожу резец к патрону, и по одному делению прибавляю и прокручиваю патрон. И вот как настал момент, что прокручиваю патрон, не цепляет резец. Потом я добавил одно деление, начал прокручивать, и он у меня полностью по кругу везде зацепил. Потихонечку слышно было, что он везде цепляет. Отсюда я делаю вывод, что, ну, не больше 5 соток, короче, может даже меньше. Должно быть нормально. Вот, так, что еще? Еще. Дальше. Поставил я малую продольную на 16-ю пластину. Проставка — это основание от тисков поворотных. Дальше вот эта железяка круглая, в ней проточил отверстие под поворотную, ну, чтобы она была поворотная, то есть паз проточил, под болты сделал отверстие. И она у меня теперь поворачивается, малая продольная. То есть конус точить там вдруг когда-то пригодится, пускай. Заморочился, сделал. Так, теперь за обороты рассказал, то рассказал. Ну, не хватает, только теперь мне нужно продолжить еще, потому что теперь я заднюю бабку сюда не поставлю из-за этих полозьев. Мне их нужно продолжить дальше.
и уже установить заднюю бабку. Вот. И если вдруг кто-то сейчас надумает писать комментарий, что вот эта херня, из-за них там будет, ну, то есть плоскости нет, они у меня просто как полозья, они не направляющие. Направляющие у меня остались края станины. То есть у меня, так, видно будет, вот он клин, он зажимается сюда. Там то же самое, чугунная полоска прикручена к суппорту, и она идет, ну, то есть вдоль рамы. То есть направляющие у меня остались те же. Это просто для лучшего скольжения и усиления рамы. Вот. Ну а теперь, наверное, вам показать же надо, как он точит, режет, пилит. Да, сейчас установлю на штатив и покажу вам, что будет. Вот она, обрезок ступицы у меня, он 60 миллиметров. И посмотрим, как будет точить. Ну, поехали!
такие дела. Что получилось после черновой обработки. И сейчас я попробую поставить резец Т-15 и пройтись уже им. Да, видно, что я подзапарился и не выставил резец. Не по центру, он у меня ниже центра. Ну так, в общем-то, как вам сказать, сколько я с ним мучился, мне кажется, нормально точит. И еще вот у торца видно, что как будто разные металлы. Здесь так проточилось, здесь так. И смотрю, как раз диаметр вот этой вот, ну, вала вот этого. Возможно, ступица тут наварена была на этот вал, а потом проточена. То, что прям очень резкая граница и ровно такого же диаметра, как вал. Скорее всего, вот эта вот ступица, она насажена на вал и обварена. Ну, это, наверное, мое предположение. Так, вот что я забыл еще у вас, надо было в самом начале спросить. Скажите мне, вот эта резцедержка, она шла в комплекте с продольной? Или это для какой-то другой прибамбас? Может быть, если я поставлю свою обычную резцедержку, еще лучше будет точить. Тоже жду от вас совета. Так вроде держит хорошо, я пробовал, ну не пальцами, понятно, монтировкой шевелить, резец не видно, чтобы он прижимает отлично. И мне с ней как-то удобно работать, быстро. Одну гайку открутил, меняй резец, поворачивай как хочешь, чем 3 болта фиксатора откручивать на резцедержке. Она мне нравится, вот только в интернете я про нее информацию не нашел. Забиваю в поиски разные виды резцедержек, всегда выскакивает почти одно и то же. Вот, так, что вам еще рассказать? Наверное, я рассказал все, что хотел. И так уже ролик получился в этот раз длинноватый. Так, ну понятно, что я уже не буду показывать на более мелких диаметрах, что мелкие диаметры точат еще лучше. То есть 60 миллиметров вот так, чем меньше, тем лучше. Да, оно и видно, когда торец точишь, чем ближе к центру, тем легче идет и лучше стружка. Так, все, наверное. Жду от вас советов из вашей токарной жизни. Всем до свидания, всем пока, с наступающим Новым годом. Подписывайтесь на мой канал, жду от вас лайков. Все, всем пока.